Всем привет! Так вышло, что я решил записать довольно быстро следующее видео, которое будет посвящено циклам while и do while. Это тоже базовые вещи, которые вы постоянно вообще будете использовать в своих программах, так же как и if. В принципе, существуют помимо while и do while еще циклы, которые называются for и for each. Но я не думаю, что нужно сразу все в кучу сваливать, показывать все подряд. И в этом видео мы сосредоточим свое внимание именно на while и do while. Что такое вообще цикл? Цикл — это некоторый блок кода, который выполняется циклически до тех пор, пока является истинным некоторое условное выражение. Из разряда того, которое мы писали в операторе if. То есть также под круглыми скобками мы проверяем условное выражение, и до тех пор, пока оно истинно, цикл будет выполняться. Давайте напишем простой пример. Для того, чтобы объявить цикл, мы пользуемся ключевым словом while. Пишем также условное выражение в круглых скобках. Давайте сразу объявим переменную для простоты, интовую. И будем, допустим, проверять значение этой переменной. Допустим, что она равна единице. Объявим тело цикла. И смотрите, какая ситуация. Еще раз, то есть до тех пор, пока условное выражение, которое находится также в круглых скобках, так же, как и в if, в while то же самое, до тех пор, пока это условное выражение будет истинно, тело цикла будет выполняться всегда. Мы можем в этом легко убедиться, написать фразу любую. I'm endless, я бесконечный while loop, бесконечный while цикл. И если сейчас мы запустим программу, давайте сначала это сделаем, допустим, без отладки. Нажмем Ctrl F5. Мы увидим, что у нас просто бесконечно летят вот эти фразы. Получается это по вышеупомянутой причине, потому что условное выражение не меняется, оно всегда истинно, и while закручивается до бесконечности и выполняет свое тело. Мы можем в этом еще, кстати, убедиться. Давайте запустим дебаггер. Просто чтобы вам было нагляднее. Только дебаггер. Так, для этого поставим точку остановок, breakpoint, допустим, на 5-ю строку, и нажмем F5. Выведем себе сюда терминал, чтобы отслеживать выполнение, И нажимаем для шага F10. Нажимаем. То есть здесь у нас проверяется условие. Видим в мониторинге, что значение переменной value равно единице. И, соответственно, условие выполняется. Мы заходим в тело цикла и становимся на 8-ю строку, где вывод в консоль. И при еще одном нажатии на кнопку F10 увидим, что эта строка вывелась в консоль. Далее мы переходим к концу тела цикла и при следующем нажатии вернемся снова на проверку условного выполнения под круглыми скобками. Опять оно, естественно, true, потому что значение value не меняется, и мы вновь переходим к выполнению тела цикла. И таким образом мы бесконечно, то есть повисаем на выполнении этого тела, и программа никогда не сможет завершиться, пока мы ее специально не закроем на крестик или еще какими-нибудь интересными командами. Тут, я думаю, все должно быть понятно. Завершаем дебаг. Можно, кстати, нажимать на F5, можно на кубик вот этот красный. Закрываем консольку, она нам пока не нужна. И смотрите, тогда возникает, наверное, у вас логичный вопрос, а зачем нам циклы такие странные, которые, в принципе, на первый взгляд имеют всего два варианта выполнения. Первый вариант — это мы повисаем бесконечно на выполнении этого цикла. Другой вариант — мы, допустим, имеем значение переменной отличное от единицы, в нашем случае, и тело цикла вообще ни разу не выполнится. То есть мы либо на бесконечности повисаем, либо мы вообще не выполняем тело. Но смотрите, в чем штука. Мы же можем в тело занести нашу переменную и каким-либо образом повлиять на ее значение. Давайте посмотрим, что будет, если мы сделаем значение переменной равным 10, а здесь поменяем проверку на то, что переменная, ее значение больше нуля. А в теле цикла мы будем присваивать новое значение переменной, которое будет
на каждой итерации, одно выполнение тела цикла это итерация, мы будем уменьшать его на единицу. И таким образом, понятно, да, то есть так как мы будем постоянно выполнять тело цикла, у нас значение переменной будет потихонечку уменьшаться на единицу каждый раз. И мы будем получать это значение, опять же, в консоли с помощью вывода в консоль. Только теперь мы поменяем текст, напишем value is, то есть, и будем проверять значение переменной. Что ж, запустим программу, можно сразу в дебаге, чтобы получше, так сказать, отследить процесс выполнения. Уменьшим, чтобы видеть терминал. Нажимаем F5, точку остановы мы не убирали. Если вы убирали, то не забудьте ее поставить обратно. Выведем терминальчик и нажимаем нашу кнопку F10 для шага. Нажимаем, соответственно, видим значение переменной 10, поэтому, естественно, цикл выполняется. На строке 8 значение переменной уменьшается на единицу, и это новое значение присваивается этой переменной, поэтому мы нажимаем F10 и видим, как значение изменилось с десятки на девятку. Выводится значение в консоль, и далее проверка переходит, то есть снова, ну в смысле выполнение программы переходит на проверку условного выражения цикла while. Здесь 9, поэтому мы опять заходим в тело цикла, снова уменьшаем значение на единицу, опять выводим в консоль, ну и дальше, я думаю, понятно, да, что будет происходить. Происходить будет ровно то же самое. Мы будем последовательно на каждой итерации, на каждом прогоне цикла уменьшать это значение до тех пор, пока это значение не станет равно нулю. То есть, смотрите, будет вот еще одна итерация, значение сейчас равно единице, еще одна проверка выполняется, потому что единица больше нуля, и вот теперь, когда в теле цикла еще раз мы уменьшим на единицу наше значение, оно станет равно нулю нашей переменной, и теперь проверка не выполняется, и поэтому мы благополучно выходим из цикла while, и программа может завершить свое выполнение. Все, можно закрыть пока что терминал. Смотрите, это что касается обычного цикла while, но также есть, так сказать, другая вариация, называется do while. Он по сути очень похож на while, но у него есть небольшой нюанс. Давайте рассмотрим его. Я закомментирую пока что, вспоминаем, как пользоваться комментариями. Я закомментирую эти строки кода для того, чтобы компилятор их игнорировал и в программе они не выполнялись. И напишу do while. У do while совсем немножко отличается синтаксис. Начинается он, собственно, со слова ключевого do, то есть выполнить. Ставятся фигурные скобки, которые, опять же, являются телом цикла. Пишется ключевое слово while и условное выражение. Только давайте теперь для того, чтобы сделать пример наглядный, я специально поставлю совершенно другое условие и сделаю, что value больше 50. Не забываем точку с запятой в конце. Вот, смотрите. Если бы у нас, то есть вспоминаем, да, как работает while, как только условие не выполняется, то цикл не выполнится, то есть ни разу не выполнится. Но в этом случае, в случае с do while, цикл выполнится как минимум один раз. То есть хотя бы один раз он все равно отработает, совершенно независимо от того, какое здесь условие и как оно будет выполнять. То есть истинно оно или ложно. То есть в данном случае мы видим, что наше значение переменной 10, а мы проверяем то, что это значение больше 50. Естественно, это условие возвращает false. Но так как мы имеем дело именно с do while, его тело как минимум один раз выполнится. И поэтому мы можем проверить это легко, написав, допустим, в консоль какую-либо фразу. I'm working at least, то есть хотя бы я работаю хотя бы один раз. One time. То есть я... Точнее, отработаю, это, наверное, немножко по-другому будет звучать. I'm worked. О, я нажал Insert, обожаю эту кнопку. At least one time. Что ж, теперь можно запустить. Давайте тоже сделаем это с дебаггером. Нажимаем F5, не будем убирать кнопку остановы. Нажимаем F5.
и проследим за выполнением. F10. Видим, что все равно do-while зашел в свое тело, и мы сейчас увидим, то есть выполнение строки 13. Нажимаем, видим в консоли нашу фразу и понимаем, что несмотря на то, что value у нас значение имеет 10 и тело, то есть условное выражение в любом случае не выполняется, все равно тело do while выполнилось один раз. И так будет всегда минимум, то есть один раз тело while выполнится. Но в других случаях, да, давайте завершим дебаг, в других случаях while будет работать ровно так же, как и обычный while. То есть, если мы сейчас поменяем, например, условия, поставим здесь, что value меньше 15, и будем по схожему сценарию действовать здесь, только теперь будем не отнимать значение, не уменьшать на единицу, а, допустим, будем прибавлять единицу. Поменяем тут текст, чтобы он больше соответствовал сути происходящего, да? Будем выводить. Ну и понятно, здесь знакомый сценарий, то есть у нас произойдет одно выполнение, далее пройдет проверка, и проверка будет столько раз до тех пор, пока value не станет равно 15. То есть пока, так как мы прибавляем по единице, у нас целочисленное значение, оно будет расти по единичке в каждом теле. Ну, можно еще раз отследить это с помощью дебаггера. Нажимаем F5, запускаем дебаггер, нажимаем F10 и шагаем. То есть видим, что пока значение 10, после этой строки оно становится равно 11, выводится это значение, проверяется условное выражение, так как 11 меньше 15, мы вновь переходим к выполнению тела цикла do-while. И также шагаем, ровно до тех пор, пока значение не становится равно 15. И вот на этой итерации оно станет равно 15. Мы увидим этот вывод в консоль, и все, теперь тело цикла не выполнится, ну, в смысле, условное выражение вернет false, поэтому цикл перестанет выполняться, и мы можем благополучно завершить выполнение нашей программы. Что ж, я думаю, что в принципе с базовым представлением того, что такое цикл while и do while, понятно. А как я уже сказал, это очень тоже распространенные штуки, которые используются в любой, наверное, серьезной программе, и мы будем не раз возвращаться к тому, ну, чтобы их использовать, в каких именно контекстах они будут использоваться. В общем, это пока только базовая информация, но я вам советую немножечко поиграть с кодом и попробовать пописать свои варианты, например, складывать значения, попробовать проверять значение суммы переменных. То есть вы можете объявить вторую переменную value 2, да, и задать ей тоже какое-то значение произвольное. А здесь уже в цикле, так, это нам пока не надо, да. Ну, спасибо, да, я сейчас загорю. Здесь уже в цикле проверять сумму этих переменных на соответствие какому-то предикату, ну то есть какому-то условному выражению. Допустим, что их сумма меньше 20. И если вы запустите, соответственно, так как сумма этих переменных будет равна 10 плюс 15, а значение переменной value, да, первой переменной увеличивается в каждой итерации на 1, по сути у нас столько же раз цикл там и отработает, да. Запускаем. И убеждаемся, что да, у нас тоже 5 раз отработал этот цикл, то есть до тех пор, пока значение переменной value не стало равно 15, и тогда их сумма с переменной value 2 не стала равна 20. И тогда, опять же, условное выражение перестало выполняться, мы вышли из цикла и смогли завершить корректно программу. Собственно, все, ребят, я думаю, что этого пока что достаточно для базового представления о циклах. В следующем уроке я покажу другие циклы, for и for each, потому что они несколько отличаются по, так сказать, алгоритму по ходу их выполнения, но тоже очень часто используются в программах при их написании. Все, всем спасибо за просмотр, давайте до следующего урока, удачи в обучении.